Вот оно настолько простое, буквально 2 закрепки, скатерть превращается в болеро. Ну вот мой второй вариант. Я готов, я могу его на себе уже примерить. Так, дорогие друзья, вы на канале Мода с Владанной. Прежде всего начну сегодня с благодарности за нашу с вами дружбу, так как она из виртуальной дружбы переросла в реальные ощущения, в реальные чувства, душевность. То, что вы мне дарите своей благодарностью, своими комментариями, своей поддержкой, своей любовью. И мне это все очень и очень приятно. И хочется продолжать творить и радовать вас своим творчеством. В одном из комментариев ко мне с просьбой обратилась моя постоянная подписчица Ирина, моя коллега по творчеству. Она мастер и учитель по вязанию. У нее свой канал на ютубе, называется «Ирина на Луне». Есть ссылочка на этот канал у меня под видео. Великолепные вещи вы там увидите, прекрасные игрушки, связанные крючком, фантастические салфетки, платки, ну все что угодно. И вот она вывязала круг диаметром 1,20 м и попросила меня, чтобы я что-нибудь с этого круга придумала для того, чтобы его можно было бы как-то носить на себе. Или же это болеро, или же это еще что-нибудь. То, что получится в процессе творчества. Я с удовольствием взялась за решение этой задачи. Но главное условие заключалось в том, чтобы этот круг не разрезать, не делать в нем отверстия, чтобы каким-то образом его или же задрапировать, или же как-то сколоть, чтобы у нас получилось изделие. Ну вот, я взяла для творчества, подготовила такие круги. Это трикотажное полотно. Оно в диаметре 1,20 м. Я его предварительно подвернула по кругу, обработала верлаком, чтобы у меня край не вытрепывался. И приступила к работе. Конечно же, честно сказать, проблематично, не имея на ткани отверстий, каким-либо образом его на себя организовать так, чтобы как-то вещь смотрелась серьезно. Настроилась на процесс, и у меня родилось несколько вариантов, с которыми я вас и хочу сейчас познакомить. Вот круг. Я сейчас вот его перегибаю по долевой. Естественно, у меня круг обычный ровный трикотаж, но я могу себе представить, что там за красоту вывязала Ирина крючком. Наверное, там может быть или же узор, или же нечто воздушное, ажурное. Я сейчас с ним сделаю некоторые манипуляции, кое-где заколю. Потом мы с вами изобразим схему, на которой покажу вам, где нужно сделать заколочки, где нужно сшить те места, которые сшиваются. И потом это все одену на себя. Перемещаемся на мой стол. В процессе творчества у меня родились 2 варианта. И вот как раз девочки, которые свяжут себе круг 1,20 м диаметром, они смогут варьировать или же сформировать один вариант, потом можно будет это все переделать в другой вариант, то есть или же просто выбрать один из 2 вариантов, который им больше понравится. Также в процессе работы с нашим кругом и с нашими вариантами возможен
разнообразный спектр идей и продолжение творчества. То есть вы сможете что-либо вносить свое, свои дополнительные детали и на основе, на базе этих моих двух вариантов. Ну вот мы приступим к первому варианту. Это вариант болеро. Для этого я наш круг перегибаю по долевой. В данном конкретном случае у меня диаметр проходит по долевой, потому что не обязательно вязать круг, можно его вырезать из ткани трикотажной, можно не только из трикотажной. Так, ну вот сейчас от нашего края я откладываю меточку, которая на расстоянии от края 45 сантиметров. То есть вот здесь 45 сантиметров, и мы ставим метку. И такая же меточка у меня с противоположной стороны. Это низ моего болеро. Дальше откладываем размер 50 сантиметров. Значит, эта часть 45, а эта меточка 50 сантиметров от предыдущей. И с другой стороны тоже ставим меточку 50 сантиметров. Это участок, который будет у нас формировать наш рукавчик. Здесь у меня стоит метка, так, от предыдущей на расстоянии 35 сантиметров. Вот это вот метка 35 сантиметров. С другой стороны вот она тоже. Я ее пометила крестиком. Это будет наша застежка. Так, теперь что мы делаем? Меточки мы наметили. Я даже сейчас изображу на бумаге, чтобы было понятно. Круг наш и ось в симметрии, диаметр 1,20 м, 120 сантиметров. Теперь от нашего перегиба, от нашей оси симметрии мы откладываем в одну сторону и в другую по 45 сантиметров. Это низ изделия. Дальше 50 сантиметров. И метка на расстоянии 35 сантиметров. Так, здесь у нас будет застежка формироваться. Так, ну что, приступаем. То есть мы делаем привязку снизу. Теперь мне нужно соединить места нашего рукава. Вот тут, где 50 сантиметров изображено. Эти две метки. Я закалываю наш рукавчик нашего болеро. Вот. Сколола. Теперь вот наш рукав здесь. Так, теперь я беру изделие за вот эти вот наши меточки оставшиеся и перегибаю
И мы можем с вами замерить этот размер нашего перегиба. Размер, так, вот к меточке, перегнула, размер 27 сантиметров. То есть если мы проведем, соединим наши метки, то вот здесь у нас где-то ориентировочно 27 сантиметров. А теперь мы можем уже это изделие примерить. Я вставляю ручки сюда, наши рукавчики, которые вот по 50 сантиметров. И вот я имею воротник мягкий. Здесь вот мое болеро мы видим. Так, я перемещусь. Вот такой вариант болеро. Ну что здесь? Здесь, во-первых, может быть у нас капюшон образоваться. Здесь мы можем мягкие такие, вот как заложить склады на воротнике. Вот в этой зоне мы по размеру мы можем зашить участок сантиметров 5. Ну, это уже от удобства. Можно просто перестрочить или зафиксировать вот здесь вот, где у меня вставлены булавочки. То есть вот вся наша конструкция. Я эту модель отработала не только в мягком трикотаже, но и в пальтовой ткани, в мягкой пальтовой ткани. То есть модель в данном случае я сформировала вот такой воротник двойной, шалевый, и вот такой вот на плечах мягкий красивый воротник. Поэтому модель может быть как в трикотажной ткани, так и, как вот вы видите на манекене, вот такой вот вариант болеро. Болеро, накидки. Ну вот такое решение. Ну, здесь у меня просто под рукой была такая приятная мягкая ткань, двухсторонняя. Поэтому вот очень симпатично заиграл на этой ткани вот такой вот вариант воротничка, достаточно как бы плотного, а все остальное в свободном полете. Такие красивые у нас снизпадают рукавчики. Ну и здесь мы можем разместить кнопочку, пуговичку, завязочку, все что угодно, клипсу, пуговицу, то есть что вы захотите. Ну, вот я сейчас здесь просто прикрепила клипсочку для фиксации застежки. Ну и вот вы видите наш воротничок. Вот он. Вот воротник. Ну, можно его моделировать уже в зависимости от ваших желаний, выкладывать. Ну вот здесь я его сформировала достаточно жестко. На трикотаже хочется видеть это все свободно, мягко. Ну вот, опять же, может быть, несмотря на то, что мои наметки для застежки вот здесь повыше, но застежка может быть ниже. То есть вы уже можете сами, можно вообще не застегивать, а вот так вот оно красиво лежит и выкладывается вот таким вот эффектным болеро. Ну, опять же, может быть, этот круг сшит
вырезан из ткани с обработкой края, а может быть вывязан своими руками какой-то красивый узор по краю круга, и тогда изделие будет просто великолепно смотреться. На спине какой-то интересный рисунок может появиться. Поэтому вот первый вариант моего болеро. Теперь мы с вами рассмотрим второй вариант, который сделан из такого же круга, но модель будет кардинально другая, заслуживающая вашего внимания. Я снимаю с себя мое болеро чудесное. Вот оно настолько простое, буквально 2 закрепки, скатерть превращается в болеро. Так, я беру второй мой заготовленный круг, но на этом круге, помимо того, что также обработаны края распашивалкой по 2 сантиметра, я еще и заготовила вот такую кулису по нашей оси, по центру нашего круга, по диаметру. Проходит кулиса. Кулиса из этой же ткани, из трикотажа. Она пришита, настрочена распашивалкой. Но если это будет вязка, то достаточно будет по ажурной вязке продеть заготовленный шнурок. Вот. Ну, тут я приготовила шнурочек, я его сшила. И что мы будем дальше делать? Перемещаемся на стол. Здесь у меня тоже есть несколько меточек. Все так же просто. Ну вот мы сейчас это с вами и увидим. Мы видим, убедились в том, что это круг. По центру кулиса. Длина нашей кулисы настроченной 93 сантиметра. Так, а шнурочки, соответственно, чуть-чуть длиннее. Шнурочки получаются каждый по 107 сантиметров. Вот 2 шнурка по метру 7 сантиметров. Это нижняя часть изделия будет, а в верхней части мы ставим наши метки. Опять же симметрично. Откладываем на 2 стороны. Первая метка от центра, от оси, на расстоянии 22 сантиметра. Потом на расстоянии 4 сантиметра. Значит, я сейчас также изображу круг, нашу схему. Так. Ось симметрии. Здесь наша кулиса проходит. Так. Ее длина 93 сантиметра. Так. А теперь от центра мы откладываем меточки на расстоянии 22 сантиметра, а здесь 4. И наш рукавчик, наша пройма 57 сантиметров. 57 сантиметров. И далее снова 4. Теперь мы 30 сантиметров откладываем
от последних меток 30. И здесь ставим крестик. Это будет ориентировочно наша застежка. Теперь я стягиваю нашу кулису. И стараюсь ее стягивать так, чтобы у нас был максимально стянут участок внизу и вверху. А посередине была такая слабая стяжечка, так, чтобы аккуратная. И завязываю. Ну, вот здесь я стянула на 65 сантиметров. Так, и скалываю наши метки. Вот таким образом. Так, закалываю. Там, где размер 4 сантиметра. Вот я совмещаю и вставляю булавочки здесь и симметрично с другой стороны. Вот я закалываю эти наши участки. Так, ну что, можно сказать, второй вариант у меня тоже готов. Все очень просто. Теперь дело за вами, какой выбрать. Как правило, сложнее всегда выбрать. Вот мой второй вариант. Я готов. Я могу его на себе уже примерить. Так. Вот такой у меня стильный, оригинальный вариант. Здесь может быть у меня застежка, может быть булавочка, может быть шнурочек. То есть вот такая интересная накидушечка. Вот здесь у меня наш шнурок. Мы можем завязать бантик очаровательный. Вот так. Можем распустить длиннее. То есть вот такая красивая, мягкая получилась жилет. Накидочка. Здесь мы можем делать застежку на разной высоте, выше, ниже. Вот такой красивый вариант. Девочки, вы можете выбирать. Можно поносить один вариант, потом переделать его легко в другой. Таких два, на мой взгляд, достойных внимания варианта. Какой лучше, выбор за вами. Можно связать, можно сшить, можно дополнительно там сделать какие-то канты. Наверное, этот вариант можно назвать жилетом, а предыдущий вариант назвать болеро. Размеры моих моделей оверсайз, как на меньшие, так и на большие. Мой размер 54. Прекрасно она будет смотреться и на худеньких, и на девочек более с пышными формами. Я надеюсь, что вам мои идеи и модели пришлись по душе. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До новых встреч на канале Мода с Владанной.